Okay. So why did we come from 300 million to 3.5 billion? It's because there are major benefits. Почему мы от 300 миллионов увеличили почти в 10 раз нашу долю рынка, количество бутылок увеличилось в 10 раз? Это потому, что и производители поняли, что крышка дает определенные выгоды для вина. So here you have 4 important benefits. The first one is that our closure is totally neutral, so it preserves the freshness and the aromas of the wine. 4 основных преимущества винтовой крышки состоят в следующем. Первое – это то, что винтовая крышка абсолютно нейтральна, и она сохраняет свежий фруктовый аромат вина полностью. A second very important benefit is that you have consistency from a bottle to another. Следующее важное преимущество – то, что от бутылки к бутылке у вас качество абсолютно стабильное, which you don't have with the traditional чего вы не имеете с традиционными корковыми пробками. Because from one cork to another, you have level of permeability that will differ, so you will have a different result on the taste of the wine. Потому что традиционная корковая пробка – это природный продукт, и нельзя контролировать уровень проникновения кислорода. От пробки к пробке уровень проникновения кислорода будет разным. The third benefit, which is extremely important for you to understand, is that with a Stelvin closure, the wine can either breathe and have gaseous exchange, or being protected from oxidation, depending on the liner inside the closure. Также третье преимущество состоит в том, что есть 2 варианта винтовой крышки. При одном из вариантов у вас нет доступа кислорода, а другой вариант крышки дает минимальный доступ кислорода к вину и позволяет ему развиваться. And of course, the last benefit is that you don't have cork taint anymore. Ну и последнее преимущество очень важное – это то, что у вас никогда не будет запаха пробки, что называется. Another important benefit, so this is important for the producer and the consumer. Это 4 преимущества, которые важны и для потребителей, и для производителей. And another benefit, which is important for some consumers, is the practicality, the convenience. И важное очень еще преимущество, которое скорее для потребителей, это практичность такой упаковки. Especially for emerging market, where end consumer don't know how to use a corkscrew. Особенно для тех рынков, где не очень, для новых рынков, где потребитель не очень знает, как обращаться со штопором. I would like to illustrate all the benefits with a study coming from one of our customers in California. It's the Oakseller Winery. Я проиллюстрирую вот эти вот преимущества на исследовании одного из наших партнеров, винодельня Хог в Калифорнии. They have started a survey in 2001 during 5 years up to 2004. Они начали проводить исследования в 2001 году и в течение 5 лет до 2004 произвели вот это исследование. They compared cork, synthetic and screw cap. Сравнивали пробковую пробку, корковую пробку, синтетическую пробку и винтовую крышку. Over these first 5 years, the result was that the wine with the Saranex liner in screw cap were cleaner, more fruity, and showed least reductive character. Они выявили, что вино в течение этих 5 лет, которое развивалось под винтовой крышкой, было более чистым, фруктовым в аромате и показывало меньше тенденции к редукции. Okay, so in 2004, Oakseller decided to switch 70% of its production under screw cap. И винодельня Oakseller в 2004 году по результатам этого исследования
приняла решение перевести 70% своей продукции под винтовые крышки. So they decided in 2005 to keep going in the survey. В 2005 они продолжили исследование. And after over 5 more years, they have observed that Hochsteller decided to move the rest of its production because over 10 years, the best wines aged the best way under screw cap. И в 2010 году, то есть еще через 5 лет исследований, Hochsteller решили наконец перевести свою премиальную линейку вин тоже под винтовую крышку, потому что за предыдущие 10 лет их премиальные вина под винтовой крышкой развивались лучше, чем под корковой пробкой. And what Hochsteller said is that we need to change our perception about screw cap. И главный их вывод состоял в том, что нужно изменить восприятие винтовой крышки у потребителей. What they say also is that they compare different kind of screw caps, and we were very proud and we were honored because in their communication they explained that it's the Stelvin closure who had the best result. И еще такой момент, они в своем исследовании тестировали не только Stelvin, но вообще целый ряд винтовых крышек и сделали выбор в пользу Stelvin, потому что не всякая винтовая крышка обладает вот этими характеристиками. And Amcor print, if you want to know if you are with a Stelvin wine in your hand, it's written on the closure. И на винтовых крышках Stelvin всегда написано произведено Stelvin. Okay. If you want to have more information on this survey, all true facts, all information are in their website. Если вам нужны какие-то дополнительные факты, более конкретные по этому исследованию, вот 2 сайта, на которых они представлены. Okay. So I would like to now to go further with the consumer acceptance. Сейчас вторая часть, я расскажу о восприятии потребителей винтовой крышки. Okay, so how does the wine look like before and after? You have 2 examples here. Вот, например, вы видите два примера, как внешне выглядит бутылка вина с винтовой крышкой и с корковой пробкой. Okay. There's something extremely important to understand is that while Stelvin had this success, the consumer taste has changed also. Очень важно также понимать, что в успехе Stelvin важно изменение вкуса потребителей. The consumer now likes to have a wine by a glass. The consumer drinks younger wine, less and less very old wine. There are new packagings. Тут много всего сложилось. Во-первых, потребители очень часто ужинают не дома, ужинают в ресторанах, заказывают от бокала. Во-вторых, появилось множество разных упаковок. Это тоже как бы расширяет картину. И в-третьих, сегодняшний потребитель гораздо более склонен пить не старые вина, а наоборот очень свежие, яркие, фруктовые. Yeah, wine is more fashionable. You have the impact of happy hours. Вино становится все популярным и даже в барах, в барной культуре, где обычно коктейли, появляются вот такие счастливые часы, когда там, дешевое вино по бокалу. Another point is that with the South Hemisphere, the consumer had a better understanding of the grape varietal knowledge between Chardonnay, Sauvignon, Pinot Noir, better understanding about the grape itself. В южном полушарии вина гораздо чаще производятся не блендированные, а моносортовые. Поэтому у потребителей ориентируются в разных сортах. And you have also the development of the rosé wine, which is enormous everywhere in the world, which was not the case 10 years ago. И также хочется отметить большое развитие рынка розовых вин, что 10 лет назад очень мало кто потреблял розовые вина. На сегодняшний день это
растущий тренд. Another important thing is the easy opening that has been developed everywhere in the food industry. So, еще несколько слов о практичности. Современный потребитель, в общем-то, привык, что любой продукт, который он покупает в супермаркете, легко открывается. И очень много компаний работают над тем, чтобы там сахар, кофе, мясо, все открывалось очень легко. И почему бы это не применить к вину? So it helps the consumer mind to accept that on the wine. И это отношение к упаковке современного потребителя, оно также переносится на вино. There's a study here which has been made by the Wine Intelligence, Vinitrac, in UK. Well, it started in 2004. Here you have the figures from 2007 to March 2011, so 5 years. Это данные исследовательского агентства Wine Intelligence, Vinitrac. Vinitrac. The name of the survey. Да, это так называется сам проект исследования, который началось в 2004 году. И здесь представлены данные за последние 5 лет о принятии потребителями разных укупорок. So what we see today in UK is that the acceptance of screw cap is higher than synthetic cork, and there is no more debate in this country between traditional and screw cap. И можно сказать, это было исследование произведено на рынке Великобритании, и можно сказать, что вот за последние годы принятие винтовой крышки почти уже сравнивается с натуральной пробкой, достигло 85%. In fact, it's because the consumer acceptance goes very fast as long as the consumer has the choice. The consumer acceptance goes very fast, goes up when he can choose. If he can find a bottle of wine with a Stelvin closure, he will try it, and if he tries, he will adopt it. Значит, принятие потребителя, процент принятия винтовой крышки среди потребителей растет тем выше, чем больше появляется этот выбор. То есть если на полке стоит бутылка с винтовой крышкой, и человек один раз попробует, то в следующий раз он опять его купит, потому что знает, что там хороший продукт. In French, we have a French expression saying l'essayer, c'est l'adopter. To try is to adopt it. Попробовать значит принять. Это французская поговорка. Ну вот в современном маркетинге она работает. Okay. Тем более со Stelvin. In the Wine Intelligence, they asked the question, can we influence the consumer behavior? And the answer in this survey is, of course, yes, if we have two important things. Вопрос этого исследования состоял в том, что можем ли мы повлиять на поведение потребителя, и ответ да, если мы выполним два требования, два условия. First thing, to have a collective effort between retailers and producers. Первое – это совместные усилия ритейлеров, розничной сети и производителей вина. And of course, if there is benefits for the end consumer. И второй немаловажный момент, если в этой упаковке действительно есть выгоды для потребителя. So why in UK the consumer acceptance is so high is because there are real benefits for the end consumer. И в Великобритании успех винтовой крышки настолько высок, потому что действительно есть потребительские выгоды. Another survey that has been made in California by Wine Business Monthly from 2004 to 2011. Примерно в то же время было исследование Wine Business Monthly. Журнала Wine Business Monthly по той же тематике. И вот какие
So it shows that this is screw cap. See how fast it went. Оранжевая это линия винтовой крышки. And today, wineries in California, whether they are small, large, medium, the second most used closure is now screw cap. И на сегодняшний день в Калифорнии винтовая крышка это вторая по популярности среди производителей вина. So how can we convince the end consumer and accelerate the move? Как мы можем убедить конечного потребителя в том, чтобы сделать этот шаг и купить вино с винтовой крышкой? First thing, we need to have wine producer leadership. Первое, очень важное, это производитель вина, лидер рынка. And that's what we had everywhere in the world. Here, this is in France, where we can find in France top premium wines under Stelvin Luxe. Например, то, что нам удалось сделать во Франции, производители вин высокого класса перешли под винтовую пробку, и это, конечно, способствовало успеху, популярности на рынке Франции. We also have top premium producer in Spain, in Italy. Here we have Agro Laguna in Croatia. We have Radovanovic in Serbia. We have a really top premium producer in Turkey, in Chile, in Argentina, everywhere in the world. В Хорватии, в Аргентине, в Чили, в Турции, в разных странах мира какой-то лидер, винодел начинает укупоривать свои вина винтовой крышкой, и за ним идут другие. Masaya in Lebanon. Масая в Ливане. Of course, this is Australia. South Africa, this winery has been Южноафриканская. the best winery last year. Это лучшее Has винодельня been прошлого elected года. the best winery last year. L'Apostol in Chile was one of the most popular. Один из важнейших производителей Чили, Апостолия. And what is important is that I said it was either for technical and qualitative reason or marketing reason. И с точки зрения качества, и с точки зрения маркетинговой коммуникации. And marketing reason is to support the promotion of a brand, like here, Robert Outley, or you have also Stoneleigh, which is a very famous brand in New Zealand, Stoneleigh, or this kind of presentation. И с помощью винтовой крышки можно также способствовать маркетинговым, то есть вписываться в маркетинговую программу винодела, потому что она позволяет наносить всякие рисунки, цвет изменять и так далее. I don't know if you know this person. It's Michel Rolland. He's very, very, very Надеюсь, вы famous. знаете, кто это. Это Мишель Ролан, Michel Rolland один из известнейших энологов is мира. also using the Stelvin Luxe closure. И я должна сказать, что он тоже использует винтовую крышку. In Germany, with the VDP, which is a premium caution from an organization of premium producer, they have made the choice for Stelvin Luxe too. Я извиняюсь, он на равном свете использует винтовую крышку, потому что он уже консультирует множество хозяйств. For which, so Michel Roland, in which country, for which producer he used this Stelvin? Oh, it's rosé. It's rosé wine. But which producer? Michel Rolland? No, he used. You said that he used screw caps for his own wines. Yes. Это его собственное Из розе. винодельня, которое он делает вот для розе, завинчивает винтовой крышкой, свою собственную. А можно сразу еще один вопрос? Имеет значение, какой розовый вина, холодная розовая либо горячая? То есть без разницы? Is that a difference for screw cap? The bottling, hot bottling or cold bottling. It's a technical question. I wouldn't advise you to do hot bottling with Stelvin because it depends on the temperature. But if you do a hot bottling, the liner, it's not good for the wine and it will not be good for the liner. So usually it's not hot bottling. Да, она бы не советовала использовать Stelvin для горячего розы.
сразу же, гарантийный срок хранения какой? Отличается, если укупорка будет вот именно такая, либо укупорка корка? So is there any guarantee period for Stelvin and in comparison with the cork? Can you ask her what guarantee gives the cork supplier? Just for me Она to know. просит в ответ, какую гарантию And дает I will give her an answer, of course. Huh? производитель натуральной пробки, какую гарантию дает на свои пробки. Ну, производители в основном дают максимально там, ну, скажем, 2 года. Производитель дает, а корка дает ну, где-то в этих же пределах. 2 years. 2 years. The guarantee is about 2 years. Нет, это продукт. Это производитель дает. Вот смотрите, у купорка, если корка, то производитель, который производит, он дает до 2 лет гарантию того, что... Да, производитель вина. Что вот случится именно, с коркой? вот Она что, провалится или что? нет, оно ничего с ним не случится, если при правильном хранении, но при этом как бы на молодые вина дается вот максимально 2 года. Нет, если вы открываете вино, и оно там So болеет. wine producers give guarantee 2 years for many wines closed with a cork. With the Stelvin, they can give, that I would say we give, I can guarantee like 20, 30, 40 Именно для years. вина, не то, что вот Yes. именно для вина это. But I can tell her that my experience, because this product exists for 40 I think, years. yeah, I think the question not about experience, but about contracts. What you can put on the label. Liability. Yeah. 40 For the- years. But my question is it when you buy the Stelvin and before using it and put it on the bottle, is it this guarantee before putting it on the bottle, or is it when you put it on No, the you wine, put the then wine. how far can you go? Yeah, Is it that question? Yeah, of course. You can go. We never give guarantee because nobody asks for a guarantee. But if you search for more than 2 years, I would sign it without any problem. Ну, она говорит, что гарантия никто не спрашивал никогда, поэтому не ставил такого вопроса. Но чисто из опыта, из практики, винтовая крышка, она может служить как раз гораздо дольше. И если вот вам нужна гарантия более чем Ну, то есть можно положить его и хранить. да. Дальше уже зависит от вина. Если вино выдержит, там же от сорта зависит. Можно я добавлю? Просто мы занимались этим вопросом, Да. мы работаем с винодельней Даленберг, и они очень активно используют, и только для российского рынка они делают исключение, присылают там большое количество вин, закупленных по-прежнему корочкой. А как еще раз винодельня Даленберг. называется? Который находится? Австралийский. Австралия, это Даленберг фарм. So, Именно Даренбергом Австралии No, Dallenberg. или через Бопуди? Тем не менее, они как раз нам присылали, в Австралии проводилось исследование, использовались разные способы укупорки, наблюдали за самийоном, не дубовым, в течение 14 лет. Stelvin показал самый лучший результат. И в этой презентации там была картиночка, то есть стоит ряд бутылок, и через 14 лет потемнели, пожелтели, стали плоскими, стали жирными. И по Stelvin оказался самый лучший результат. То есть, если называть какие-то конкретные данные, то 14 лет это абсолютно точно уже доказанный факт. И это самийон, то есть это не красный. То есть So, это we have another experiment with Stelvin of this Australian producer. вот за ВИЧ не потемнело. For 14 years, many different closures А под пробкой стало более were ядовитым. tasted with Можно Semillon. отмотать, в принципе, посмотреть. And Semillon, after 14 years closed with Stelvin, was best of the rest because it didn't change a lot. Meanwhile, other wines went down, became a bit yellow and Oxidation. Самый ужасный был is результат oxidated. силикона. But Сжалось they буквально через 18 месяцев. Она for this может только for they полтора wines года, that they и sell дальше in Russia, пластик, если they разрушается, may он не может уже not служить. Несмотря на то, что сейчас делают поиски, якобы это как раз Да. I don't understand the question. I'm sorry. Maybe it was the answer also to the Okay, but can I say that for me, what
вас вопрос был или просто You комментарий? Нет, как раз Семинар. you have to there's two things. The qualitative approach for the wine itself and the impact it can have on the wine aging and the perception that you have in Russia. Да, она говорит, что, конечно, это два разных вопроса. Технический вопрос, то есть насколько, как влияет винтовая крышка, ну, Stelvin в данном случае, ВИНО, на его качество. И другой вопрос – это восприятие потребителя. Это действительно с этим приходится сталкиваться, особенно на таких рынках, как Россия. Please understand that I live in Bordeaux, and 10 years ago, Bordeaux is a very conservative market. Что я сама из Бордо, и там, 20 лет назад это был вообще один из самых традиционных рынков, уж по крайней мере в отношении купорки. So I understand any remarks that you can have on the perception. И поэтому в отношении любых ваших замечаний по поводу восприятия потребителей я готова ответить, потому что прекрасно понимаю, что это такое. But if the closure is considered more and more as one of the best closure in the world, но если производители все больше и больше закупоривают именно этой крышкой, потому что она дает действительно лучшее качество, if you decide to go for Russian wine, then you have to inform and communicate with your customer if you want it to work. То, соответственно, в этом есть смысл, да, качество лучше, вин, которые под этой пробкой хранятся. Но и вот, соответственно, наша задача это преодолевать разрыв между тем, что делает производитель, и восприятием потребителей. Another very conservative market was Germany. А другой консервативный рынок Германия. And 5 years ago, we thought at Hamcor that it would be a very difficult market for 5 лет us. назад Амкор входил в Германию на этот рынок, и мы думали, что у нас вообще ничего не получится, потому что вот, он считается действительно таким самым традиционным. And today, Germany is one of our biggest markets in Europe. Сегодня Германия один из самых больших рынков, который завинчивает под винтовую крышку, один из самых больших в Европе. For tourism, you have a switch from men to beer to red wine. Еще по одной, конечно, причине, что в Германии люди стали переключаться с пива на вино. And the Stelvin Lux closure without the thread gave a very conservative look to the bottle, and the German producer felt confident by using И it. к тому же у нас к этому времени была разработана крышка Stelvin Lux, которая и в руках, и с виду дает ощущение, действительно, как бы это была традиционная крышка. And what the wine producer did, they communicated on their choice, and they explained to the consumer why we German producer have decided to go there. This is better for you, for the wine, benefits, 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 benefits. И самое главное, что производители вина в Германии, они постоянно держат контакт с потребителями и объясняют, почему винтовая крышка лучше для качества вина. И, ну, собственно, почему она удобна, практична, но никак не хуже корковой пробки. Some example of direct promotion that our customers did in the world is to communicate on the benefits, so the aroma and freshness, preservation. Да, это, значит, три основных символа, с которыми производители вина выходят к своим потребителям. Значит, первый, ну, три слогана, что ли. Первый слоган это, что винтовая крышка лучше сохраняет ароматы и свежесть вина. So easy to open, cork-taint free. Практично, легко открывать. И третье, что у вас никогда не будет запаха пробки, ну, который к пробке имеет Also, сложное отношение. the wine aging process, which is totally respected, and that's something people don't know, so we need to inform the wine aging process. Винтовая крышка полностью пригодна для длительного хранения вина. And also the fact that with a Stelvin you can have different
gaseous permeability with the liner. So you have a gaseous exchange control. Значит, третье, или уже пятое, получается, это контроль газообмена. Okay. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день есть два варианта. Это практически отсутствие газообмена для молодых вин и очень микродозированный. And of course octane. Ну, и... Octane free. Это было... Sorry, but it was on the previous... Okay, Trice, you're right. Sorry. This is another way of doing promotion on a leaflet on the bottle to inform the end consumer, to explain the benefits. Это прямо в магазине, чтобы бутылка стояла, на ней был стикер, на котором написаны все эти... That's a label, a leaflet that was done by several producers in France. Это вот, например, стикер, который был сделан для сразу нескольких производителей французских. Okay. Там значились прямо вот эти преимущества. So, Я извиняюсь, то есть подразумевается, что под винтовую пробку попадает кислород, что ли? Любую попадает. Ну, с одной стороны сказать, что там не попадает кислород, но есть одна теория, да? С другой стороны, что при долгом хранении то есть кислород может проникать. Yeah. Can you explain about aging? How oxygen can influence and wine develop under the... in Stelvin or in general? In Stelvin. I would show with closure. Maybe can I see? So there was one. Okay, inside the closure you have a liner, and I just need one. Тут Не, Well, там есть примеры пробок. you have a liner inside. Il faudrait en fait des крышкой, что ли? Stelvin plus. Stelvin plus. Они специально разработали Stelvin, который действительно... Okay, so you have two types of liners. Let me explain. I will show. Два типа крышки. Прокладки Okay. крышки. Да. Лайнер – это прокладка. Okay. Их две разные сегодня. Одна Stelvin называется, а другая Solo. Saranex is white, and tin liner is like the cap, the metal cap. So how does it work? Here, so you have a liner here, and you have two type of liners. You have one liner which is called a Saranex, which gives gaseous exchange. So how will it work? You will have air from here that will go here, and it will go from in the bottle and outside the bottle. So that's the way it works. So Это вот последняя разработка, то есть крышка Stelvin Plus разработана прокладка Saranex, которая позволяет, то есть которая контролируемый газообмен между внешней средой и вином. So with the tin liner, which is very tight, the tin liner is very Да, жестяная protective against oxidation. Жестяная пробка, она очень плотно сидит и не позволяет проникать кислороду практически. It works exactly the same, but it's just the material of the liner that will change. One will be more tight, and another one will be more. Весь контроль, который вот с чем сейчас уже там эксперименты ведутся, да, это прокладки. То есть вот жестяная крышка, она прикручивает, да, и как ведет себя прокладка. Вот одна прокладка может практически не допускать кислорода вообще. То есть там как бы очень несущественное количество. А Stelvin Plus это прокладка, которая допускает какое-то количество кислорода, контролирует. So just to make sure, Stelvin Plus and Lux Plus, it's the same technology. Huh? There's no difference. It's just the liner that gives the permeability. Huh? Да. То есть Stelvin и Stelvin Plus это та же самая винтовая крышка, но с разными этими прокладками. Okay. So it works. The question is, Yes. what is a controllable amount of Here. oxygen? Okay. Here we go. What is good for wine? So
I am not, okay, that's a very important question. Please explain that. This is a winemaking question, and I'm not a winemaker. So my job today, explain to I them. mean, the question was how much oxygen goes to the bottle with the Stelvin. Okay, so glass. you have the measurement here. So today, what we know, thank you. So can you come back to that? This is the Saranex liner. It's a white one. So this one gives permeability with oxygen. Значит, and the other one is not white. No, it's not white. Have a look. It's not white. It's the color of tin, and so this one is very tight. So you can see it immediately. Вот одна крышка, она жестяная, прямо видно, что там прокладка цвета такой, как жесть. Из олова. А? Она из олова. Вот эта прокладка да? из олова, оловянная. Оловянная. Уплотняющие. Два типа уплотняющих прокладок. Одна из так называемого Saranex, это пористый материал, и он дает возможность кислорода проникать. Используется для техник, которые должны дышать. И другая с прокладкой из олова. Вот это самый плотный. Нет укубочных средств, которые не пропускают ничего никогда. Это из области фантастики. Нет ничего абсолютного. Любая пропускает. Тогда если говорить о долгом хранении, то есть можно сейчас закупорить, да, допустим, то же самое, там, обревом, да, и положить на горизонтальное хранение, да, там, на 20 лет, и со всеми этими веществами, там, вот этих оловом, ничего не случится, кислота не разъест, все будет хорошо, и контроль доступа кислорода будет такой же, Да, какой нужен? Да, совершенно горизонтально. можно и горизонтально, и вертикально. Позволяет. Хранение, то есть, On peut garder verticalement, horizontalement. You can go like this if you want. You can go like this. You can go like this. без разницы. No problem. And the permeability. Проникновение кислорода. So here it's between рассчитано 10 to 60 centimeter per meter square per day. So we control and we measure the permeability on a line of a Saranex, but we can control. It's totally measurable, which is not the case with the cork. Ну, в данном случае вот оловянная или из Saranex прокладка, здесь можно предсказывать с большой вероятностью, какая будет проницаемость кислорода, в то время как натуральная пробка это вещество, ну, как бы непредсказуемо, правильно, да, но может повести себя по-разному. Please explain to give a simple vision. If you take a scale from 0 to 10, Возьмем такую условную шкалу от 0 до 10. with the tin liner, the permeability will be between 0.5 to 1.5. Very small От 0 до 10 variation. проникновение кислорода в бутылку. Жестяная, то есть оловянная крышка, крышка Stelvin с оловянной прокладкой, она будет давать примерно от 0,5 до 1,5 условных единиц. The Saranex will probably be between 3.5 to 4.5. С прокладкой Saranex будет примерно так, от 3,5 до 5,5. But the cork, the natural cork, will be between 0.5 to 9.5. А натуральная пробка будет вот от 0 до 10. То есть очень большой разброс, который невозможно предугадать. Можно по ряду ее пустить, посмотреть, как он включается? And Сейчас по цвету можно. the other thing that you must explain is that in the world you have two schools in winemaking. А вот уже что производитель выберет, это его дело. И в мире существует, ну, условно говоря, две основных школы в виноделии. You have one school that says that oxygen is necessary for wine aging, Одна школа говорит, что кислород необходим для созревания вина в бутылке. but you have another school in the same village at two sides of the road, another school that would say that oxygen is the enemy of the wine. И в той же деревне будет обязательно производитель, который скажет, что кислород это враг вина. At how
Encore, we are not winemaker and we are not there to give an answer. We are here to propose the solutions that will require to the market. В Анкоре мы не делаем вино, мы рассматриваем это как два разных подхода, два стиля, которые имеют право на существование. Но делаем крышки и для тех, и для других. You can think that for your wine you need oxygen. Then we have the Saranex liner. Если вы уверены, что для развития вашего вина нужен кислород, какое-то количество, у нас есть для этого решение. But you can think that your wine needs to be protected from oxygen, Если and вы then we have another liner. решили, что никакого доступа кислорода в бутылку не нужно, у нас есть решение с оловянной прокладкой. Are there any other questions on this technical part? По техническим параметрам есть какие-то вопросы? No? Okay. So just to finish on the way to communicate with the consumer, yes? Немножко вернемся к вопросу коммуникации с конечным потребителем. I invite you to write Stelvin on Google, and Просто попробуйте в Google набрать Stelvin, you will have thousands of pages of wine producers using Stelvin closures for their wine, which witnesses on their experience. You have the social media, but if и вы увидите тысячи страниц, где сами производители рассказывают о том, почему и зачем они укупорили свое вино винтовой крышкой Stelvin. I would strongly recommend you to use the web internet to explain why you would go to Stelvin closure, to explain to your consumer. И если производитель решил перейти на винтовую пробку, я такому производителю рекомендовал его посмотреть сайты в интернете и почитать то, как коммуницируют другие производители со своими потребителями. This one is interesting, for example, and there was a sommelier in the room, but he left. Очень интересный вот один пример. Был у нас сомелье, и он куда-то ушел, правда, жалко. We organized the comparative tasting of one, for example, this wine exists in both Cork and Stelvin Lux. Мы организовали сравнительную дегустацию. Вот, например, это вино из Сент-Эмилиона, оно производится и под винтовой крышкой, и под натуральной пробкой. And we organized with sommelier in France lots of comparative tasting. И во Франции мы организовали целый ряд сравнительных дегустаций. And what they said is that it has spectacular result. И этот результат был потрясающий. Okay, so that go on internet and more than my speech, you will be convinced, I hope. И более чем мои слова, я думаю, вас убедит множество этих сайтов в интернете, подтверждающих достоинство Stelvin. Ну а как же сомелье-то быть? Они еще пришли, дернули крышку и все. Целый ритуал же пропадает. So about the ritual part of relationships with the wine bottle, so no cork, no screw cap, no ritual. И подмышкой там открывать, как там американцы показывали в фильме. Нет, по-другому предлагаю. У нас новые традиции, более элегантные. Does it mean that you would like something elegant? Yeah, Yes. some not totally elegant, but yeah, some. Can I show something? Can Она we- хочет показать. Yes, Хочет показать. okay. I agree with you. This is not elegant. Вот согласна, что такое движение не очень элегантное, да. But sommelier in the best restaurant of the world have good wines with a Stelvin closure on their offer. So they have invented Но я ceremonial. хочу сказать, что уже, поскольку довольно давно в лучших ресторанах Франции, ну и всего мира стоят бутылки под винтовой крышкой, сомелье сами изобрели способ. So what they do, they present the bottle like this. Они представляют бутылку, They unscrew Показывают. the skirt to open it like this. они They turn the cap on there and they open it. So they have created Можно попробовать? their show. ритуальная часть уже придумана самими сомелье. So you unskirt То and есть you они go like поворачивают не крышку, а такие юбочки. So
in terms of consumer perception, why we had such a success with the Lux closure, it's because of this. Because of So cost-effective, value-added, packaging differentiation on shelves, and interest for traditional markets such as Russia, China, Europe, and United States. И вот почему мы добились таких результатов со Stelvin Lux. Это, but you mean that cost-effective, value-added, that it's cheaper than For premium wines, yes. Для премиальных вин все-таки Stelvin Lux дешевле, чем высокого качества натуральная пробка. Потом такая упаковка, она отличает вино на полке. И в-третьих, к ней растет интерес на таких традиционных рынках, как вот Россия, Китай, Европа и Соединенные Штаты Америки. So can we influence the consumer behavior? Yes, if we have producer leadership, if we have retailer push information, and if we have consumer benefits. That explain why we came from 300 million to 3.5 billion. И вот возвращаясь к изначальному аргументу, почему за 10 лет мы с 300 миллионов выросли более чем в 10 раз, это потому, что есть вот этих три составляющих. Во-первых, лидеры рынка, виноделы, которые решают перейти под винтовую крышку. Во-вторых, это розничные сети, которые активно ведут коммуникацию с потребителем. И в-третьих, это реальные преимущества для потребителя с точки зрения качества вина. So now to give you an overview on the technical part, how does it work? So you have a plastic insert. So you have the neck finish, you have the liner, you have the plastic insert, and you have the aluminum shell. Теперь еще немножко об устройстве Stelvin. Значит, у вас... The glass, the bottle? Это this is the bottle. The neck finish. Зеленое это значит стеклянное горлышко бутылки. Верхняя это прокладка, потом закручивающая часть, да? Да, пластиковая вставка. Пластиковая вставка, которая закручивает. И алюминиевый колпачок. Okay. So I explained to you this part, so how it works and how you have the exchange between the outside and the inside, and then the importance of the liner. Я объяснил уже вот эту часть, как попадает кислород и важность прокладки. And so we did that. And in terms of application, we at Hamcor we have qualified capping heads and machine suppliers to make sure that our closure will be well capped on the bottle and give you all the guarantees. И кроме того, кроме самой крышки, Амкор располагает купорочным оборудованием, чтобы гарантировать, что крышка будет правильно надета на бутылку. So if you choose to go to Stelvin, и если вы выбираете, we will be with you, and you're not going to start like this. And если вы хотите перейти на крышке Stelvin, то производитель вина получает полностью полный пакет услуг, в том числе он может взять в аренду купорочный аппарат. So we have qualified 5 different suppliers in the world. 5 different. Guy, Zalkin, Bertolazzo. Поставщики машин. Okay. Да, значит, Ароль. есть 5 поставщиков вот этих купорочных машин, которые квалифицированы Амкором, то есть официально они... But we can also support you to start by renting you a machine before investing. Но прежде чем вкладываться в это оборудование, мы можем предложить вам взять его в аренду. Sorry.
Спасибо и до свидания.